Дамы и господа, друзья, здравствуйте. Недорогие хейтеры, ну как же без вас, но тоже с кисточкой. Нашел я такой интересный ролик, да даже не ролик, а диалог, скорее всего, диалог о декоммунизации. То есть, да, это, ну, как в Украине сейчас это проходит, все, декоммунизация, то, что все связано с коммунистами, с советской властью, в общем, надо все убрать, разрушить, памятники и все такое. Как такого ролика не будет. Я поставлю красивую дорогу какую-нибудь, в Норвегию, например, у меня есть дорога, я в Норвегии был недавно. И поставлю этот диалог вам, чтобы вы просто послушали и сказали мне свое мнение. Вот. Давайте послушаем вместе. Это нормально, что Российская Федерация уничтожает энергоструктуру Украины? Так она же проводит декоммунизацию. Объясните поподробнее. Ну, на Украине же проходит декоммунизация. Вот она и убирает вот все, что построено было при коммунистах. Ну, декоммунизация просто. Вот и все. А что, коммунизм разве был в Украине? В Советском Не, Союзе? ну вы же были в составе Советского Союза, у вас тоже была коммунистическая партия. Ну вот, все, что построено было при коммунистах, все сейчас уничтожается. Сейчас закончатся электростанциями, перейдут к домам, которые были построены при Советском Союзе. Скажите, пожалуйста, Света можно, да, вас назвать? Или Ну, Луница? давайте, Света. Света. Приятно познакомиться. Сергей. Света. А вот эти электростанции, сети, это все, разве это простые украинцы не строили своими руками? Ну, так все строили тогда. Ну, А так, советский народ строил, но проводится люди. декоммунизация. Подожди. Ну, люди остались те, которые строили. Да, без проблем. Но Даже они же не зашли в чужие дома, там, допустим. Они же это всё заработали. памятники же сносим под эгидой того, что мы проводим декоммунизацию. Значит, получается, вместе с памятниками сносим электростанции, все, что было построено при Советском Союзе. Вот все просто. Надо Украину оставить так, как ее взяли. Вот как ее взяли в каком? В 17-м, 18-м, когда? И надо еще все области, которые тогда были, вот именно Ленин прицепил к Украине, все тоже забрать. Ну зачем? Чисто декоммунизация. Вот только с чем пришла, с тем и уходит. Ваше мнение по поводу Ленина, кстати. Насколько вы находите это правдой, то, что Ленин присоединил области к Украине? Очень мне важно ваше мнение. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, если бы построили атомную электростанцию уже после 90-х годов, ее бы не обстреливали, как вы думаете? Не, наверное, нет. А вы построили хоть одну, которую можно показать? Кстати, а построена была ли хоть одна электростанция или самолет? Вот. Я что-то как-то не могу вспомнить. Ну, еще что-нибудь такое глобальное. Но это же украинцы строили. Строили советские Строили люди. Это был советские народ. люди. Это Да, был не было советский народ. национальности. Правильно, это был советский народ. Кстати, я тоже родился в коммунистической стране. Я даже был октябренком и пионером. Вот. Там не было национальности. Мы все были советский народ. И А мы как же пятая графа, Света? И мы молдаване, и вы украинцы, и русские, и татары, и все. Мы все в общем, мы были советский народ. Советского народа нету, мы проводим декоммунизацию. Ну, в пятой графе что писала, вы помните? Да, это просто чисто для статистики было. Это для Запада. Просто говорили о том, что типа у нас много национальностей. А мы были просто советский народ. А зачем это говорилось для Запада, как вы думаете? Ну так положено было, типа демократия. Но вы сами себя считаете молдаванкой или советским человеком? И я украинка. Еще и украинка? В пятой графе у меня было написано украинка. Серьезно? Угу. И у мамы и папы тоже. Вы украинка. И вы сейчас желаете вот украинцам так без света сидеть, да? Не, я не желаю украинцам без света сидеть. Я желаю жителям Украины сидеть без света. А украинцы нормальные, они находятся в разных других странах. А жители Украины, которые хотят декоммунизацию, они сидят без света. А, допустим, если в Украине, да, есть люди, которые не хотят декоммунизации, они что же без света сидят? Что с ними делать? Пускай выходят, протестуют. Куда? Ну, я не знаю. А где у вас там протестуют? На Майдане, наверное. А с какими лозунгами нужно выходить? Мы хотим жить со светом. Со Светой. Мы хотим жить со Светой. Это вы серьезно так думаете, или вы так прикалываетесь сейчас надо мной? Не серьезно думаю. Серьезно? Людям надо выходить на протесты против того, что творит ваша власть. Так это бомбит наша власть нас, я так правильно? Ну, подождите, ваша власть ни при чем?
Ну, а при чем тут? Ну, объясните поподробнее. Скажите, Да. пожалуйста, почему не бомбили при Януковиче, почему не бомбили при Ющенко, почему не бомбили даже при Порошенко, Россия не бомбила Украину? Почему не проводилась декоммунизация именно при тех других? Почему именно при Зеленском это все происходит? Значит, Зеленский приложил свою руку к этому. Ваше мнение, правда ли она говорит, согласны вы ли с ней, то, что руководитель имеет большое значение для страны? Или это так, ну, типа клоун, перчатка, которую одевают и... А декоммунизация, что вы под этим термином понимаете? Я секунду, я не закончила предыдущую мысль. Смотрите, если мы так посмотрим даже на ту же самую Германию, да, вот без Гитлера ее же никто не трогает, а вот только при Гитлере была война на территории Германии. То есть, а после Гитлера все, что бы ни было, все нормально, там уже все хорошо. Поэтому получается, что руководитель все-таки имеет значение. То есть вы во всем видите Зеленского, я правильно понимаю? Ну, не лично его. А, кстати говоря, слушайте, а еще такой момент. А скажите мне, пожалуйста, вот я давно не разговаривала ни с кем из Украины, и мне вот очень любопытно. Зеленский пришел на волне того, что он борется с коррупцией. Тоже там была борьба с коррупцией и так далее. А как вы смотрите на то, что все его коллеги по цеху, 95-й квартал, резко перекочевал со сцены в Раду, в презентатуру и так далее? Кстати, мне тоже это очень интересно. Как это так? Все буквально, да, те клоуны были, которые веселили мир весь. Ну, не весь мир, а пускай даже маленький мир. Веселили, да, весельчаками были. Сразу стали все политиками. Поимели сразу яхты, заимели, да, дома за границей, которые миллионы, не 1 десяток миллионов стоят, да. Как вот так случилось вдруг, да? Вот тоже напишите, это очень интересно, ваше мнение. Как это? То есть он пошел сам наверх, и всех своих дружков, так же само кумовья, как у нас говорят в Молдавии, куметры. Все куметры пошли вместе с ним. Так в России так же происходит. Да при чем тут Россия? Мы сейчас говорим о вас и о нас. Я же Россию сейчас не трогаю вообще. Где что Россию обсуждаем? Мы говорим Ну о вы вас. же за Россию как бы... Я не за Россию, я за правду. То есть вы серьезно за правду, да? Да. То есть пусть люди в Украине сидят без света, потому что вы за правду. Я правильно понял? Нет, люди сидят без света, потому что они допустили такую власть. Они выбрали ту власть, которую они выбрали. Они поддерживают ту власть, которая их уничтожает. Вот пока люди на Украине не поймут, что их не Россия уничтожает, а уничтожает даже не власть та, которая в Киеве, а власть та, которая руководит теми, кто находится в Киеве, война будет продолжаться. А где эта власть находится, которая руководит? Ну вы же умные. Что он такое сказал? Я вижу. Ну вот, дамы и господа, вы послушали этот диалог, надеюсь, до конца. И мне очень бы хотелось знать ваше мнение по этому поводу. Я знаю то, что кто меня смотрит, многие еще родились при коммунизме, скажем так. Ну, я тоже родился. Я и в школу ходил, коммунистическую, скажем, социалистическую, ну, при СССР еще. Насколько, как Светлана, да, ее звали, тетя Света, это госпожа Света, насколько она права про декоммунизацию? Ну вот мое мнение, если делают декоммунизацию, значит надо все декоммунизировать. А нельзя выборочно, нельзя вот это можно, это нельзя, это можно. Или все, или ничего. Правильно? Это мое мнение, правильно. Права ли она, это вам судить. Каждый голос имеет на сугубо личное мнение. И можете написать, насколько она права. Это будет очень интересно. Также, ребятки, не забываем подписываться на этот канал. Колокольчик активируем, чтобы не пропустить следующего ролика. При желании можете, вот тут опять клин-клин, подписаться на телеграм-канал, выслать свой случай, где вы свидетелем стали, или ссылочку какую-нибудь, и мы что-нибудь сделаем. Ведь мы творим добро, а добро побеждает зло. Пускай не так быстро, но побеждает. Так как зло всегда еще проигрывало. Но кто против, напишите, скажите то, что я не прав, что зло всегда проигрывало. Всем добра, удачи. Вставайте, люди добрые, вставайте, народ, вставайте на бой с зеленой ордой. Сердце зовет, сердце поет. Сквозь тьму пробьется солнечный свет. И каждый
наш шаг к победе ответ.